Ван Линь на протяжении столетий стремится воскресить Ли Мувань, и это является одной из центральных сюжетных линий истории. Основной план воскрешения состоит из нескольких этапов. Сохранение души. После смерти Ли Мувань Ван Линь сохраняет ее душу в специальном артефакте – жемчужине или сфере, которая защищает ее духовную сущность от рассеивания. Ван Линь проводит тысячи лет, изучая различные техники и пути культивации, чтобы найти способ вернуть ее к жизни. Он исследует древние тексты, посещает опасные места и сражается с могущественными противниками ради знаний. Техника обращения времени. Ключевым элементом становится освоение законов времени. Ван Линь достигает понимания временных принципов на высшем уровне культивации. Создание нового тела. Для возвращения Ли Мувань необходимо создать или найти подходящее тело, способное принять ее душу. После объявления последней награды Ван Линь подавил бурю эмоций в сердце и вновь сохранил спокойное выражение лица. Однако внутри него горела твердая решимость. Дождавшись, пока остальные участники озвучат свои просьбы, он вышел вперед и попросил владыку Пламенной Искры помочь восстановить тело разрушенного первозданного духа и пробудить его. Владыка Пламенной Искры посчитал просьбу не слишком сложной и обратился к старцу Сяну, поскольку семья Сян обладала древней секретной техникой, способный совершить подобное. Старец Сян согласился сначала осмотреть первозданный дух. Ван Линь долго колебался, ведь Ли Мувань была самым дорогим человеком его жизни. Но в конце концов достал тщательно сохраненный запечатанный первозданный дух. В первые 3 дня пребывания в громовом небесном храме он тайно извлек его из бусины, бросающей вызов небесам, и с помощью ограничения уничтожения не позволил ему рассеяться. Все это время он готовился именно к этому моменту. Когда печать была снята, перед всеми предстала бледная и спящая душа Ли Мувань, сидевшая в медитации и окруженная священным сиянием. Она оставалась без сознания, но ее мягкая и добрая природа все еще ощущалась. Для Ван Линя не существовало красоты, способной сравниться с ней. В его памяти вновь возник день, когда Ли Мувань умерла у него на руках, а вместе с ним клятва, которая заставила его пройти через всю звездную систему всех небес. Даже если небеса хотят, чтобы ты умерла, я все равно верну тебя. Си Цзэфэн, которая втайне испытывала чувства к Ван Линю, наконец поняла, что все, через что он прошел, было ради другой женщины. С разбитым сердцем она заплакала, осознав, что Ли Мувань была самой счастливой женщиной, ведь ради нее существовал человек, готовый пожертвовать всем. Цин Шуй также посмотрел на Ли Мувань и вспомнил женщину, которую когда-то любил, вновь погрузившись в печаль. Однако после осмотра первозданного духа улыбка старца Сяна исчезла. Он узнал, что Ли Мувань находилась в таком состоянии почти 700 лет и похвалил Ван Линя за то, что тот сумел сохранить ее душу. Но затем сообщил страшную правду. Культиватор стадии зарождающейся души не мог так долго существовать без тела, особенно если его первозданный дух уже находился на грани угасания. Спасти Ли Мувань он не мог. Старец Сян объяснил, что изначально она умерла, потому что закончилась ее продолжительной жизни. Ван Линь особым методом извлек и питал ее первозданный дух, но на последнем этапе произошла ошибка, из-за которой она не смогла выдержать процесс. Хотя ее душа была сохранена, она уже находилась на пороге настоящей смерти. Даже старец Сян не мог изменить эту судьбу и максимум мог помочь ей войти в цикл перерождений. Эти слова стали для Ван Линя сокрушительным ударом. Он пошатнулся, закашлялся кровью и посмотрел на Ли Мувань, пока бесчисленные воспоминания проносились в его сознании. Боль была настолько сильной, что на его глазах появились слезы. Нечто, случавшееся с ним лишь несколько раз за всю жизнь. Но его решимость не поколебалась. Ван Линь вновь подтвердил свою клятву. Он вернет Ли Мувань, даже если небеса будут против этого. После долгого молчания старец Сян неожиданно сказал, что существовала еще одна возможность. Для этого требовалось древнее заклинание Ци Си, которым владел предок семьи Сян, находившийся в уединении. Поскольку главной проблемой Ли Мувань было истощение продолжительности жизни, заклинание могло сработать только в том случае, если близкий ей человек передаст ей собственную жизненную силу. Тот, кто отдаст свою жизнь, навсегда потеряет 90% продолжительности жизни, причем даже в случае неудачи потерянные годы не вернутся. Старец Сян намеренно объявил эту цену перед всеми культиваторами звездной системы всех небес, чтобы каждый понимал, насколько огромной была жертва ради
ради ничтожного шанса на успех. Ван Линь не колебался ни секунды. Он сразу согласился пожертвовать собственной жизнью. Смотря на Ли Мувань сквозь запечатанное ограничение, он тихо подтвердил свое решение. Хотя она находилась без сознания, ее душа слегка дрогнула, словно пытаясь пробудиться, но чудовищная усталость не позволила ей открыть глаза. Старец Сян объяснил, что продолжительность жизни связана с жизненной силой, которая увеличивается вместе с развитием культиватора. Поэтому Ван Линь должен был отправиться на планету Дунлин после завершения церемонии небесного дарования и обратиться за помощью к предку семьи Сян. Циншуй добровольно решил сопровождать его, чтобы защитить Ван Линя в пути. После этого остальные участники получили свои награды, а церемония небесного дарования завершилась. Владыка Пламенной Искры поднялся в воздух и громко рассмеялся, объявив, что пришло время объединить силы и открыть проход в звездную систему Альянса. Великая война должна была начаться. Он сформировал печать, и из его лба вырвался черный свет, превратившийся в десятки фрагментов небесных континентов. Они заполнили небо и выпустили чудовищное давление, заставив всех культиваторов громового небесного храма активировать свою силу. Фрагменты начали вращаться, а в небе образовался гигантский вихрь. Он быстро расширялся, превращаясь в ужасающую бурю, способную мгновенно убить культиваторов стадии нирваны постижения. Даже культиваторы стадии очищения нирваны не смогли бы долго выжить внутри него. Старые монстры, включая Кровавого Бога, один за другим присоединились к атаке и направили свои силы в вихрь. Владыка Пламенной Искры призвал мощь Громового Царства, и из фрагментов небесных континентов появились громовые звери. Они взревели, превратились в молнии и устремились в центр вихря, вызвав грандиозный взрыв. Ли Юньцзы атаковала вихрь рукой, окруженной белым сиянием, но после звука, похожего на разбивающееся зеркало, была отброшена назад. Предок семьи Шэньгун выпустил в вихрь небольшой флаг. Кровавый бог нанес кровавый удар, а предок семьи Сян, Гунсунь и другие старые монстры использовали свои сильнейшие атаки. В конце владыка Пламенной Искры выплюнул эссенцию крови. Кровавый туман слился с миром, а бесчисленные иллюзорные души, запечатанные внутри фрагментов небесных континентов, вошли в вихрь. В этот момент в объединенной силе появилась слабая частица мощи Цзи-царства, унаследованная от небесного владыки Циншуя. Красная молния пронзила вихрь, и громовой небесный храм содрогнулся. Наконец, пространственный барьер был насильно разорван. Появилась небольшая трещина, которая быстро расширилась более чем до 100 футов. Чтобы проход не закрылся, владыка Пламенной Искры использовал заклинание удержания небес. Фрагменты небесных континентов один за другим уменьшались, входили в трещину и вновь расширялись, жертвуя собой ради поддержания прохода. Постепенно отверстие увеличилось более чем до 1000 футов. За ним появилась аура, незнакомая звездной системе всех небес, но чрезвычайно знакомая Ван Линю. Это была аура звездной системы Альянса. Ван Линь увидел знакомое звездное небо и вспомнил, как много лет назад покинул планету Джуцюэ. Но внезапно из трещины раздался древний рев. Огромная рука вырвалась наружу и раздавила один из фрагментов небесных континентов. Ван Линь сразу понял, что это не рука древнего бога. Она попыталась закрыть проход, однако в этот момент перед трещиной появилась таинственная размытая фигура. Ван Линь сразу узнал ее. Это был тот же загадочный человек, который когда-то остановил битву между Циншуем и Кровавым Богом. Циншуй холодно посмотрел на него, а таинственная фигура спокойно указала пальцем на гигантскую руку. Вспыхнула чудовищная сила происхождения, и Ван Линь почувствовал, будто весь мир замер. Один палец обрушился на гигантскую руку, мгновенно разрушив ее и превратив в чистую силу происхождения. Из трещины раздался величественный голос, заявивший, что открытие пространственного барьера нарушило законы древнего небесного царства. Таинственная фигура лишь спокойно ответила, что хочет проверить, действительно ли древнее небесное царство существует. После этого владыка Пламенной Искры объявил начало войны между двумя звездными системами. Он приказал 4 армиям немедленно вторгнуться в звездную систему Альянса и за 3 дня захватить 3 планеты культивации, чтобы создать передовые базы. 4 армии, каждая численностью в 10 тысяч культиваторов, устремились через проход. За ними последовали Громовой Небесный Владыка, Вице-Громовой Небесный Владыка и 108 Небесных Владык.
Затем владыка Пламенной Искры активировал огромную передающую формацию, разрушив камни передачи звука на планетах культивации. Бесчисленные культиваторы начали прибывать к проходу и входить на территорию Альянса. Так началась катастрофа. Сам владыка Пламенной Искры также пересек проход и с нескрываемой ненавистью заявил, что вернулся ради Джун Сюаньзы. В западной части звездной системы Альянса открылся гигантский разрыв, через который хлынули бесчисленные культиваторы всех небес. Армия культиваторов, только что получившая разрешение создать страну культивации 6-го ранга, столкнулась с вторжением. Ее лидер немедленно приказал всем рассеяться и самостоятельно отступать к планете Сюаньтин, после чего сам сбежал. Однако культиваторы Альянса не впали в панику. Пережив бесчисленные кровавые битвы, они привыкли сражаться в одиночку. Некоторые даже намеренно притворялись тяжело ранеными, заманивая преследователей в ловушки. Один из культиваторов Альянса позволил врагу приблизиться, а затем внезапно контратаковал, убил его и забрал его сумку хранения. Подобные засады происходили по всему полю боя. Ван Линь наблюдал за бесконечным потоком культиваторов, входивших в проход, но не стал участвовать в первой атаке. Старец Сян, предвидя его решение, спустился из громового небесного храма и предложил отправиться вместе. Цин Шуй также присоединился к ним. Через несколько дней пути старец Сян предупредил Ван Линя, что достичь нынешнего уровня развития было нелегко, и ему стоит хорошо подумать, действительно ли эта жертва того стоит. Кроме того, он не был уверен, что предок семьи согласится помочь. Ван Линь спокойно принял предупреждение. Их целью была загадочная планета Дунлин, местоположение которой постоянно менялось. Старец Сян несколько раз использовал красный нефрит, пока наконец не обнаружил ее. Перед Ван Линем появилась огромная темно-желтая планета культивации, превосходившая по размерам планету Тянь-Юнь. На ее поверхности находились бесчисленные гигантские отверстия, а вокруг вращались десятки маленьких планет. Мощные ограничения делали проникновение невозможным. Одна из малых планет превратилась в передающую формацию, и трое мгновенно оказались на планете Дунлин. Ван Линь сразу почувствовал на ней жестокую атмосферу, не похожую ни на одну другую планету культивации. Старец Сян повел их не в поместье семьи, а в западную часть планеты, где простиралось огромное кладбище. Земля была пропитана кровью, повсюду лежали отрубленные конечности. Чем глубже они продвигались, тем меньше становилось тел и тем больше появлялось бесчисленных могил. Благодаря своему искусству очищения душ, Ван Линь почувствовал огромное количество фрагментированных душ. Их было настолько много, что даже миллиард душ, когда-то находившихся в его флаге душ, казались ничтожными. Ван Линь понял, что если поглотит эти души, то сможет мгновенно завершить подготовку флага душ. Старец Сян объяснил, что западная часть планеты была запретной зоной, где в уединении культивировал один из последних предков семьи Сян. Земля постепенно стала полностью черной и лишенной жизни. Ван Линь почувствовал, как она поглощает его жизненную силу. Под землей скрывалась настолько ужасающая аура смерти, что казалось, она могла уничтожить даже небеса. Старец Сян остановился, поклонился черной равнине и объявил: член семьи Сян, Сян Юньдун, просит встречи с предком. Земля внезапно содрогнулась, а из глубин поднялась чудовищная волна. Древний голос, словно пришедший из далеких эпох, разнесся по всей планете. Сян Юньдун объяснил предку, что война между звездной системой Лотянь и звездной системой Альянса уже началась, а Сюйму занял первое место в состязании небесных титулов и получил обещание семьи Сян. Однако его просьба превышала полномочия Сян Юньдуна, поэтому он просил предка лично применить заклинание. Мощное божественное сознание мгновенно заблокировало Ван Линя. Давление было невероятным, но Ван Линь заставил себя не отступать. Сила происхождения, скрытая в его третьем глазе, сама распространилась по телу и не позволила предку полностью раскрыть его тайны. После короткого осмотра божественное сознание отступило, а древний предок приказал Ван Линю спуститься в подземный мир одному. Перед уходом Цин Шуй спокойно предупредил, что если кто-либо из семьи Сян осмелится причинить Ван Линю вред, то вся планета Дунлин будет залита кровью семьи Сян. Ван Линь искренне поблагодарил Цин Шуя и навсегда запомнил его как одного из немногих людей, которых действительно уважал. Затем он спустился в огромную расщелину. Подземный проход уходил в бесконечную тьму, а с каждым шагом аура смерти становилась все сильнее. Ван Линь использовал понимание области жизни и смерти и метод вознесения подземного мира,
а вокруг его тела появились инская и янская рыбы, отталкивавшие смертельную энергию. В конце концов он достиг дна и оказался в огромном подземном пространстве, заполненном бесконечным морем человеческих черепов. Между ними бушевала ужасающая аура смерти. В центре находилась платформа с древним желтым гробом. Из него исходила почти безумная сила. Древний предок спросил имя Ван Линя, и тот представился как Сюйму. Предок подтвердил, что понял его просьбу, но заявил, что обещания семьи Сян недостаточно. Настоящей платой должна была стать половина жизненной силы Ван Линя. В тот же момент в глазницах бесчисленных черепов вспыхнул призрачный огонь. Миллиарды светящихся глаз одновременно устремились на Ван Линя, и его жизненная сила начала стремительно исчезать. Половина черных волос мгновенно стала белой, а его тело заметно постарело. Ван Линь почувствовал беспрецедентную слабость, хотя его уровень развития не изменился. Предок приказал ему показать человека, которого он хотел спасти. Ван Линь достал сферу с первозданным духом Лиму Вань, но прежде чем успел взять ее в руки, поток ауры смерти вырвал сферу и потащил ее в центр смертельной бури. В этот момент Ван Линь полностью забыл о разнице в силе. Его глаза покраснели, а сила происхождения в третьем глазе взорвалась. Он бросился вперед, требуя объяснить, что предок собирается сделать. В ответ в его сторону устремился новый поток ауры смерти. Ван Линь полностью открыл третий глаз, и яркий красный свет мгновенно разрушил атаку. Тогда предок спокойно объяснил, что уже забрал половину его жизненной силы и лишь готовился применить заклинание Ци-Си. Ван Линь остановился и холодно посмотрел на древний гроб. Под контролем предка ограничение вокруг Лиму Вань разрушилось, и ее поврежденный первозданный дух свободно завис в воздухе. После осмотра древний предок сразу понял, что ее жизненная сила уже полностью исчезла много лет назад, и все это время она существовала лишь благодаря искусственному сохранению. Именно поэтому Ван Линь и пришел сюда. Но теперь ему предстояло узнать, сможет ли даже древнее заклинание Ци-Си вернуть Лиму Вань к жизни.